Привет, вы на канале С миру по факту, а меня зовут Александр Гришин. Закончился наш месяц мистических видео, и теперь можно рассказать вам о чем-либо другом. И начну я, пожалуй, с обещанного выпуска Версуса, в котором мы увидим с вами, на что способен шершень. Поехали! Шершни довольно широко распространены, в основном в северном полушарии. Их полно в Европе и Азии. Самый распространенный – это шершень обыкновенный, размером 2-2,5 см. Как раз такого вы, возможно, не раз наблюдали у себя на участке. Азиатские же шершни вдвое крупнее и способны достигать 5,5 см в длину. К тому же их укусы более болезненны, а яд сильнее, чем у обыкновенных. Взрослые шершни питаются нектаром и богатой сахаром растительной пищей. Тем не менее, взрослые особи также охотятся на многих насекомых, которых они убивают с помощью жала и мощных челюстей. Благодаря своим размерам и силе яда, шершни без особых усилий способны умерщвлять достаточно крупных насекомых, в том числе пчел, кузнечиков, других ос и саранчу. Жертва полностью пережевывается, но она не нужна взрослому шершню. Она в виде суспензий скармливается личинкам, которые развиваются в гнезде. Ну давайте теперь, собственно, посмотрим, как шершень умеет убивать. Шершни, особенно азиатские, это настоящие убийцы насекомых. Им в принципе без разницы, кто перед ними. Они готовы сразиться с любым соперником среди насекомых. А все это они делают для того, чтобы прокормить свое потомство. И поэтому особо лакомым кусочком для шершней являются пчелиные ульи, так как там расположено огромное количество легкой для шершней добычи. То этот укус не доставляет последнему никаких проблем. Правда, азиатские пчелы в процессе эволюции все же нашли способ, как можно убить шершня. Сразу несколько десятков пчел облепляют шершня, создавая своеобразный шар, в центре которого находится жертва. Внутри шара начинает повышаться температура, и как только она поднимется до 46-47 градусов, шершень умирает, так как он не способен выдержать подобную температуру. Правда, для этого пчелам потребуется более часа слаженной и усиленной работы, так как шершень не желает сдаваться и постоянно убивает пчел. В прошлом выпуске Версуса я рассказал вам про богомола. Это сильное насекомое. Но вот что делает с богомолом шершень, несмотря на то, что он меньшего размера. После непродолжительной битвы шершень просто расчленяет богомола, откусив ему конечности, а затем и отгрызает голову. У японцев есть шоу, в котором они стравливают различных насекомых и выявляют сильнейшего из них. В этот раз они решили стравить шершня и скорпиона. Видно, что шершень действует гораздо активнее, а скорпион явно побаивается этого бешеного психа. Что меня еще больше удивило, так это то, что шершень в итоге победил. Просто удивительно.
Правда, за этого маленького скорпиончика пришел заступиться императорский скорпион, который быстро порешал выскочку. После удачного боя против Скорпиона, япошки подсунули соперника шершню мощного жука-оленя, который обладает твердым панцирем, и шершень не способен его прокусить. Но последний об этом еще не знает и активно атакует. У них завязалась довольно напряженная схватка, с которой жук-олень само собой вышел победителем. Тогда япошки решили дать в соперника шершню кого-то помягче, но не менее грозного, и они стравили его с тарантулом, которого называют король бабуин. Здесь уже видно, как шершень явно побаивается, а паук хладнокровно и спокойно убивает шершня. Кстати, как вам идейка сделать версус с тарантулом? Посмотреть, на что способен этот громадный паук. Пишите об этом в комментариях. А я предлагаю вам поиграть в не менее крутую игру Panzer. Она абсолютно бесплатная. Все, что вам нужно, так это пройти по ссылке на сайт игры и пройти простую регистрацию. И вы сразу же окунетесь в фэнтезийный мир сражений. Вы можете не только биться с различными монстрами и проходить с командой различные миссии, но что самое прикольное, вас ждут сражения команда на команду с другими игроками онлайн. Попробуйте поиграть в нее, я думаю, вам понравится. Ссылка на нее в описании. Хватит пялиться! Играть иди! Ну а на сегодня все. Если вы поддержите идею сделать версус с тарантулом, то в одном из следующих выпусков я сделаю это. Не забывайте ставить лайки, если вам было интересно. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. У меня еще впереди много интересных видеороликов. А я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч, друзья. Пока!